Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, отзывы, пожелания, лайки, подписки, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с такой расцветочкой работали, и с новым узорчиком. Новички, кто еще не знает эти ниточки, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке получается 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Меня в принципе все устраивает. Так? Вы в свою очередь берете свою пряжу, какая у вас есть, летняя, демисезонная, зимняя. Все узорчики универсальные. Поэтому один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Пробуйте из разной пряжи. Самое главное правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Сразу же, пока не забыла, назову вам цвет данных ниточек. Смотрите, цвет 33. На камеру передается такой, какой он есть на самом деле. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все видно, все понятно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. А те, кто не умеет, наблюдайте за руками и параллельно тоже смотрите схемку. Так вы быстрее научитесь опознавать, где находятся столбики, где находятся воздушные петельки и так далее. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 12 петелек. Я наберу 2 раппорта, это получается 24 воздушные петельки. И дополнительно вы увидите, я наберу еще 7 петелек, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, итого я набираю 31 воздушную петельку, а вы набираете сколько вам будет удобно. Для начала все как всегда, петелька фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядочку столбик с накидом провязываем. И в следующую, и во все последующие петельки по порядочку провязываем столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть равно количеству петелек в цепочке, которую вы набрали. То есть я вот, например, набрала 31 воздушную петельку, значит у меня получится 31 столбик с накидом. Все, у вас, конечно, свое число. Смотрите, первые 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали столбики с накидом, все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. Есть 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в 3-й столбик провязываем столбик с накидом. Оп, оп, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В 3-й столбик нырнули и провязали столбик без накида. Вот такая картина получается. Далее смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В 3-й столбик провязываем столбик с накидом. Накид. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем еще один столбик с накидом. Считаем 2.
накид, еще раз сюда же провязываем столбик с накидом 3, накид, сюда же провязываем столбик с накидом 4 и сюда же провязываем столбик с накидом 5. Смотрите, вот такой вот веерочек получается. Далее, смотрите, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в третий провязываем столбик без накида. Все, наш раппорт мы провязали. Дальше будет только повторение. 2 воздушные петельки, 1, 2, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки, 1, 2, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязываем столбик без накида. Видите, повторяем. Дальше у нас идет веерочек, накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязываем веерочек из 5 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом, сюда же второй столбик с накидом, сюда же третий столбик с накидом, четвертый и пятый. Вот еще один веерочек. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки, 1, 2, 2 столбика пропустили, в третий столбик с накидом. 2 воздушные петельки, 1, 2, 2 столбика пропустили, и вот там, где у нас 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратненько провязали столбик без накида. Вот, поняли, да? То есть получается, вот наш столбик, веерочек, столбик, веерочек, и вот этот вот столбик мы провязали дополнительно, те самые петельки, про которые я говорила. Все, вот наш первый ряд мы с вами вместе провязали. Давайте дальше. 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, 2 воздушные петельки по узорчику, 1, 2, итого получается 5 воздушных петелек. Далее смотрите, переключаемся вот на наш столбик с накидом и в верхушку его провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки, 1, 2, там, где у нас был столбик без накида, вот перед веерочком, смотрите, в него провязываем накид, в столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, еще раз сюда же в столбик без накида, ввели крючок, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И теперь вот 3 петельки все вместе провязали, оп. Получается у нас вот такой лепесточек, 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Далее 2 воздушные петельки. И там, где у нас веерочек из 5 столбиков, так, отсчитываем третий, получается, столбик. 1, 2, 3, он же центральный, да, что справа, что слева. Он будет третий, и в него провязываем столбик без накида. Вот такая картина. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Там, где столбик без накида, опять провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Как мы с вами провязывали вот до веерочка. И 3 петельки вместе. Оп, видите? Вот такие вот 2 одинаковых таких вот столбика у нас получилось. Дальше идем. 2 воздушные петельки. 1, 2. Там, где столбик у нас с накидом, мы за верхушечку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять перед веерочком и после веерочка мы провязываем по 2 столбика с общей верхушкой. Итак, нырнули в столбик без накида, провязали первый столбик не до конца. Накид сюда же нырнули, провязали второй столбик не до конца. И 3 петельки вместе. Есть. 2 воздушные петельки. 1, 2. В третий столбик нашего веерочка, в самый центральный, третий, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять провязываем столбик без накида. Предыдущего ряда 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Видите? Вот. Опять у нас получается перед веерочком и после веерочка вот такие вот столбики. 2 воздушные петельки, да, уже заканчиваем ряд. Вот наш столбик без накида. С накидом мы провязываем столбик без накида. Так. 2 воздушные петельки. И там, где у нас был столбик вот без накида, мы провязываем столбик с накидом. Все, выровняли высоту нашего ряда. Видите, мы опять с вами вместе все провязали.
Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Для начала мы делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки, и вот столбик без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем столбик с накидом. Есть 2 воздушные петельки, 1, 2. Там, где у нас вот 2 столбика с общей верхушкой, беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. Там, где у нас столбик без накида предыдущего ряда, мы провязываем в него точно такой же веерочек. То есть 5 столбиков с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. Вот у нас получился вот такой вот веерочек. И присоединяем данный веерочек вот к верхушке. Помните 2 столбика с общей верхушкой? Вот столбик без накида. Все. Вот. И мы с вами, получается, внимательно посмотрите, повторяем точь-в-точь самый первый ряд. Понятно? Мы уже с вами его провязывали. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встретимся. Договорились? Схемка перед вами. Смотрите. Либо повторяйте самый первый ряд. Давайте. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы с вами провязали еще один ряд с веерочками. Полностью повторили самый первый ряд нашего узорчика, да? И как мы закончили ряд? Вот столбиком без накидов в 3-ю петельку подъема. Помните, провязывали 3 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Вот в 3-ю петельку провязали столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Присоединяемся вот к столбику нашему с накидом. Провязываем за верхушку столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И помним, да, что мы, получается, перед веерочком и после веерочка провязывали вот такие вот по 2 столбика с общей верхушкой. Точно так же здесь будем провязывать. Первый столбик не до конца, второй столбик с накидом не до конца, а потом 3 петельки вместе. Оп. 2 воздушные петельки. И вот к 3-му столбику 1, 2, 3. В 3-й столбик провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И за веерочком, вот в столбик без накида предыдущего ряда, провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Оп. 2 воздушные петельки. И присоединяемся столбиком без накида вот к столбику с накидом предыдущего ряда. Как вам? Мы теперь точь-в-точь повторяем второй ряд. Понятно? Ничего сложного. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали ряд с нашими столбиками. Как вам по итогу получается? Веерочек над веерочком, столбик над столбиком. Красота! То есть сам по себе узорчик представляет собой 2 ряда. Вначале вы провязываете веерочки, потом вы провязываете столбики. Поняли, да? То есть мы с вами ряд закончили столбиком с накидом. Вот столбик без накида предыдущего ряда. Дальше у нас идет воздушная петелька, поворот, столбик без накида. И теперь мы с вами повторяем точь-в-точь, как вот мы провязывали самый первый ряд. Да? Первый ряд, третий ряд. То есть мы опять делаем 2 воздушные петельки. Присоединяемся к столбику без накида столбиком с накидом. Опять 2 воздушные петельки. Присоединяемся вот к нашей верхушке 2 столбиков столбиком без накида. И там, где столбик без накида, опять начинаем провязывать наш веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть сам по себе узорчик совсем не сложный. Вы повторяете 2 ряда, никуда даже не смещаете. То есть идет у вас просто прямое вязание. Не запутаться, не спутаться, ничего. И вот так вот вы продолжаете вязать до нужного вам размера образца. Угу. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот так вот на контрасте с белым хорошо видно. Вот наши веерочки образуют вертикальные полосочки, да? По бокам от веерочков и по центру из воздушных петелек вот такая вот интересная сеточка. Узорчик совсем не сложный, видите? Узорчик у нас получается с вами будет двусторонний. То есть какая сторона вам больше нравится, такую вы делаете лицевой стороной.
Ну, понятно, что двусторонний, значит, в первую очередь из данных ниточек это палантин будет шикарно, да? А из других ниточек, конечно, это могут быть и маечки, и топики, это могут быть даже юбочки, ничего, что она такая дырявчатая, да? Это могут быть различные тунички, парео, да, из летних ниточек. Из демисезонных и зимних это шарфики, это могут быть интересные такие вот снудики легкие. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать, как вы хотите. Веерочки могут смотреть вниз, могут смотреть наверх. Непосредственно вот здесь вот столбики, да, которые перед веерочками, после веерочков вы можете провязывать, например, не из 2 столбиков, а из 3, там, из 5. То есть, ну, как захотите, да, например, захотите пышнее, пожалуйста. Вот, как вам? Оригинально, да? И в вашу копилочку узорчиков, возможно, пригодится. Возможно, кто-то из вас что-то уже вязал данным узорчиком, вы нам пишите обязательно, какими ниточками, что у вас получилось. Мы будем вдохновляться, читать и вдохновляться. Итак, из моих ниточек узорчик вот так вот, ну, не тянется. Вот так вот он тянется получше. Из ваших ниточек может тянуться больше, может меньше, поэтому пробуйте, вяжите. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, я набирала 31 воздушную петельку, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, да, у всех же все по-разному. У меня, смотрите, получается 12, ну, с небольшим хвостиком сантиметров, так. А тут получается у нас веерочек и как бы, ну, такие вот столбики, да, по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. И тут только один ряд 17, но первый наборный 18. Так, возьмемся за самую крайнюю точку. Смотрите, практически 14 сантиметров. 13,9, 13,8. Видите? Как вам? Узорчик вяжется очень и очень и очень легко. Справится и новичок, да? Опытные мастера наверняка уже вязали что-то данным узорчиком. Вот такая вот нежная, ажурная красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Не забывайте заглядывать в плейлисты на моем канале, на главной странице канала. Узорчиков очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.